Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из CRM-системы Bittrex24 в новую почту. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по сделкам из CRM-системы Bittrex24 в другие системы. Например, в новой почте создавать накладные по данным из Bittrex, обновлять статус и добавлять номер TTN в сделку. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bittrex24. Теперь необходимо указать действие «Загрузить сделки по статусу новые». На этом этапе необходимо подключить ваш Bittrex аккаунт к системе Apex Drive. Необходимо выбрать облачную или коробочную версию Bittrex, страну регистрации, а также доменное имя портала Bittrex24. Для этого переходим в CRM-систему Bittrex24. Теперь необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. После успешной установки приложения копируем доменное имя. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Теперь вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Укажите статус и воронку Bittrex24, из которой будут выгружаться сделки. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Новая почта». Теперь необходимо указать действие «Создать TTN отделение». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт «Новая почта» к системе Apex Drive. Введите API-ключ, который находится в настройках вашего личного кабинета новой почты во вкладке «Безопасность». Скопируйте API-ключ, если он уже есть, или создайте новый. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке.
Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе создадим еще один блок приема данных, для того чтобы созданные накладные из новой почты передавались в CRM-систему Bittrex24 в новом статусе в виде сделок. На этом этапе выбираем систему Bittrex24. Теперь необходимо указать действие «Обновить сделки». На этом этапе необходимо выбрать ранее подключенный аккаунт Bittrex24. Теперь необходимо указать поле для поиска, например, «Контакт», «Телефон». Выбираем тип обновления «Обновлять самый новый». В искомой строке указываем переменную, в которой назначен телефон контакта. Выбираем необходимый вам статус, например, «Доставляется». Также необходимо указать переменную в поле «Номер ТТН». В данном случае это системная переменная в блоке приема данных. Сам номер ТТН подгрузится в ваш Bittrex24 автоматически. После этого опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные, по которым будут загружаться обновленные сделки. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. Далее переходим в ваш Bittrex24. Теперь необходимо сгенерировать новые данные. Сделку из статуса «Новые» переносим в статус «Передан в службу доставки». Теперь необходимо подождать 5 минут, пока сработает автообновление системы. По истечению 5 минут проверяем результат. Переходим в кабинет «Новая почта». Здесь мы видим, что создалось 2 накладных по 2 сделкам из Bittrex. В накладных автоматически создан номер ТТН. Теперь переходим в Bittrex24. Сделки перешли в новый статус «Доставляется», и в них автоматически подгрузился номер ТТН. На этом настройка связи успешно завершена. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!